Привет, вы на канале IT User Help. В этом видео я хочу рассказать о том, что значат все символы, знаки на карточках, флеш-картах, что они означают, к чему относятся и как выбрать флеш-карту для вашего устройства, будь то видеокамера, фотоаппарат, либо телефон. Итак, приступим. Рассматривать мы будем на примере SD карты, но в принципе на любой другой карте будут похожие данные. Ну и к тому же SD карты наиболее популярные, поэтому давай рассмотрим на примере SD карты. И первое, что бросается на карте, это какое-то число 80 мегабит в секунду. Что это значит? На самом деле это число означает максимальную скорость, которую вы вряд ли когда-либо достигнете. И эта скорость чтения, скорость чтения всегда выше, чем скорость записи. Поэтому это число абсолютно бесполезное для пользователя и больше наносится в качестве рекламы и коммерческого хода. Поэтому обращать мы будем в основном нас интересуют в основном вот эти значения. Ну и конечно же это число, которое говорит о емкости карты. Итак, давайте рассмотрим. Первое, что важно, это класс карты. Как мы видим здесь, есть такой символ, это буква S. Если присмотреться, то она напоминает русскую букву S, английскую C, и внутри стоит какое-либо число. Это число может быть 2, 4, 6, либо 10. Что означает минимальную скорость записи в мегабитах в секунду. То есть если будет здесь число 2, будет означать, что карточка способна записывать с минимальной частотой 2 мегабита, то есть 2 и выше. Ниже 2 не будет. Здесь в данном случае на примере мы видим 10 мегабит. Это значит, что карта может писать не менее чем 10 мегабит в секунду, а скорее всего больше. Далее мы видим значок U. Такой стаканчик, это на самом деле английское U и внутри 1. Это дополнительный параметр, расширяющий этот U1. Это означает, что карта способна записывать со скоростью не менее чем 10 мегабит в секунду. То есть здесь немного запутанно сделано. Мы уже видим, что карта S10 уже означает, что карта способна писать со скоростью 10 мегабит. Зачем еще сделали еще один параметр U1, который также означает, что карта способна писать 10 мегабит в секунду, не совсем понятно. Но есть параметр, если будет здесь число 2, то это будет означать, что карта способна писать со скоростью не менее 20 мегабит. И может быть еще стоять число 3, то есть U и число 3, которое будет означать, что карта способна писать со скоростью не менее чем 30 мегабайт в секунду. Значит, с этими характеристиками разобрались. C – классность, U – дополнительные расширяющие эти классы. Далее, здесь мы видим SDHC. Это тип карты, который говорит о максимальном объеме, который может быть у этого типа карт. Существует SD до 2 гигабайт, SDHC, как мы видим здесь, до 32 гигабайт, SDXC до 2 терабайт и SDUC, ну, такие вы сейчас, наверное, не встретите в продаже, их еще нет, до 128 терабайт. Вот, на примере этой карты мы видим, что это карта SDHC, и такой тип карт может быть до 32 гигабайт. Далее, еще бывают
недавно появились значения такие как v и какое-то число v90, v60, v30, v10 и v6. Это число означает, этот параметр означает скорость чтения. Минимальную скорость чтения. В данном случае этот параметр нам говорит о том, что карта способна читать данные со скоростью не менее чем 90 мегабайт в секунду. Если 60 будет значение, то 60 мегабайт в секунду, если 30 30, 10 это 10 и 6 6. Скорость чтения. V от слова видео, то есть этот параметр говорит о том, что он важен для видеофайлов, так как они наиболее тяжелые, и им важна скорость чтения. То есть, опираясь на этот параметр, если нам важен именно, мы будем использовать камеру для чтения, флешку для чтения видео, то на этот параметр можно обратить внимание. На старых картах мы еще можем видеть такое значение, как как 1000X, что пошло с давних времен, когда были CD-диски, и на них указывали скорость 52X, что означает оригинальную скорость CD-диска, которая была X, которая равна 150 килобит в секунду, умноженная на 52, и получалось значение на CD-диске. На флеш-картах пошли по тому же пути на старых и начали указывать скорость в кратных числах. На самом деле это тоже коммерческий ход, так как непонятно, какое это число, число чтения или записи. Скорее всего чтение, а чтение всегда выше. Поэтому тоже бессмысленный параметр. Теперь стоит поговорить о том, как выбрать карту. Ну, прежде чем выбирать карту, мы должны определиться, в каком устройстве мы будем работать, использовать ее. Если мы ищем флеш-карту для видеокамеры либо фотоаппарата, нужно найти характеристики этой камеры и узнать, какую максимальную скорость, битрейт, с каким максимальным битрейтом пишет видео наша камера. Я нашел здесь один из примеров. Например, наша карта, смотрим характеристики и видим, что наша камера пишет с максимальным битрейтом 80 мегабит в секунду. Соответственно, нам нужно, чтобы наша флеш-карта могла записывать со скоростью не менее чем 80 мегабит в секунду. Но тут интересный момент, что чаще всего в характеристиках, почти всегда, когда указывается битрейт видеозаписи, указывается в мегабитах в секунду. А на флеш-картах у нас информация в мегабайтах. В мегабайтах. То есть мы видим, что S10 это 10 мегабайт в секунду. А здесь у нас информация в мегабитах. Поэтому, чтобы выбрать карту, нам нужно узнать, каким максимальным битрейтом будет писать наша камера видео. И далее найти онлайн-конвертер мегабит в мегабайты. Находим и прямо по первой ссылке у нас нужный результат. Нам обязательно нужно обратить внимание на эти параметры. Мы будем переводить мегабайт в мегабиты. Будем переводить мегабиты в мегабайты.
Итак, мы видим, что наша видеокамера пишет с максимальным битрейтом 80 мегабит в секунду. Значит, нам нужна карта с не менее чем 10 мегабайт в секунду скорости записи. То есть для нашей камеры, если мы планируем писать видео в максимальном разрешении с максимальным качеством, нам как минимум нужна карта S10, чтобы было 10 мегабит. Это как минимум. Если наш параметр будет, это для одной камеры, если у вашей камеры этот параметр выше 80 мегабит в секунду, то 10 нам уже будет мало, и нам нужно искать камеру с U2 либо U3. Там будет скорость более 10 мегабайт в секунду на запись. Опять-таки, нужно понять, будем ли мы писать с таким разрешением, либо мы будем пользоваться таким разрешением и таким никогда не писать. Тогда есть смысл сэкономить и купить карту, которая удовлетворит этим параметрам. В общем, надеюсь, я помог немного разобраться с этим вопросом. Если видео было полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.